Приветствую всех на канале, меня зовут Наталья, и сегодня мы с вами делаем ручки для сумки. Сегодня мы с вами плетем ручку сумки. Я покажу, как начать плести, что где совмещать, одну часть и вторую часть, и затем ручку сплетем целую, и вот здесь мы соединим. Я эту ручку соединяла здесь посередине, это очень неудобно, поэтому плетем ручку с одной стороны и соединяем на второй стороне. И теперь приступим к работе. Расположение ручки вы выбираете сами. У меня это вот третья бусина сверху и вторая с краю. Вот она, горизонтальная. И теперь я продеваю через нее леску. Беру небольшой отрезок, чтобы мне было удобно работать. И теперь на одну леску, пускай это будет правая леска, набираю 3 бусины. Так как крестики у нас состоят всегда из 4 бусин, то одна бусина у нас уже на сумке есть. Вот она здесь. Набираю 3. И в последнюю бусину мы делаем с вами петлю. Вот она, петля. Проходим через петлю. И теперь выравниваем леску и вот здесь зажимаем. У нас получается вот что получается. Теперь нам надо закрепить узелок в середине. Так, неудобно чуть-чуть. Вот. И одна бусина у нас там, и 3 вот у нас остается. Вот у нас 3 бусины. Теперь нам надо пройти вверх по вот этой бусине, по краю. Проходим вверх. Тут немножко неудобно, надо помучиться, потому что здесь все вот так вот близко и неудобно. Так, вот я прошла вверх. Еще раз затягиваю узелок. Теперь у меня все стабильно. И теперь у нас получается одна, вторая бусина. Квадрат у нас состоит из 4 бусин. Поэтому добавляем 2 недостающиеся бусины. Вот у меня край лески. Я специально не останавливаю камеру, чтобы все было понятно. 2. Через последнюю делаем петлю. И второй леской проходим. И вот так вот. Теперь я перетаскиваю узелок. Вот так, перетянула слишком. Я говорю, немножко неудобно все это показывать, еще и на камеру. Так, вот он. И вот что у нас получается. Вот тут у нас 4 бусины, с этой стороны 4 бусины. Теперь у нас получается снова 2 бусины есть. И на верхнюю леску снова набираем следующие 2 бусины. Одну, вторую. Делаем петлю. Вот наша петля. И вторую леску перетягиваем. Так, вот что у нас тут получилось. Вот что у нас получилось. Тут квадратик, и тут нам не хватает квадратика. И теперь нам вот леской надо перейти снова через вот эту бусину, чтобы вот этот квадратик доделать. Вот у нас получается будут квадратик здесь, здесь, со всех сторон квадратики. Вот эта бусина, я беру леску. Так, еще мне надо поддерживать сумку, чтобы я вам показала. Вот, перетащила через нее леску. Вот она, моя вторая леска. Одна здесь, другая здесь. Теперь на вот эту верхнюю леску снова набираю 2 бусины. Возможно, не совсем понятно сейчас, когда я показываю, но если вы будете плести, то вы будете видеть, где какого квадратика уже не хватает. Делаем петлю. Вот наша петля. И вторую леску перетягиваем. И все затягиваем. Сейчас покажу, что у нас получилось. Так, перетягиваю узелок. Так, что-то у меня не закрепилось. Где мой узелок? Вот он. Так, не могу сообразить. Ничего не видно. Все светится.
Вот у нас получается здесь, здесь. И теперь у нас получается 1, 2, 3. Нам остается добавить одну бусину. Здесь уже не надо. Так, сейчас. Вот. Верхнюю леску убираем. И вот эту нижнюю мы перетаскиваем через вот эту бусину и через вот эту бусину на основание. Так, сейчас. Вот у меня одна. Не могу поймать. Вот одна. И вот эту бусину, которая у нас уже приплетена здесь. Тут неудобно, прямо надо вот пирать и вот так подлезать, чтобы чтобы леска прошла именно через вот эту бусину. Видите, не подлезть тут, не подлезть. Сейчас я продену и вернусь к вам. И вот у нас получается такой квадратик, в котором не хватает одной бусины. 1, 2, 3. Берем леску и одеваем одну недостающуюся бусину. Все равно на какую леску, правую, левую, кому как удобно. Делаем петлю. Вот наша петля. И перетягиваем. И узелок. Вот что у нас получилось. Вот такой вот квадратик у нас торчит. Я сплела квадратик, но лески у меня не в правильном направлении. Вот эту верхнюю леску мне надо через вот эту бусину перетянуть и прикрепить к основанию. Поэтому я беру леску, а вторую леску пропустить через все вот эти и вернуться вот сюда, чтобы я могла плести. Вот пропускаю. Тоже неудобно, но ничего, это только сейчас. Вот пропускаю сюда. Сейчас пинцетом перехвачу леску. Так, не перехватила. Потому что все отсвечивает, бусы светлые, все прилегает, ничего не видно. Так, вроде бы прошла. Вот сюда и выйти вот сюда сразу одновременно. Но нет, не получается, поэтому я вот сюда сначала. Сейчас тоже пройду и вернусь. Вот я прошла через вот эту бусину, которая у нас тут отходит, и через вот эту. Вот у меня леска выходит здесь, наверху. Теперь вот этой второй леской я прохожу через все вот эти бусины, которые у нас мы приплели. Одна сторона проходим. Нам надо вернуться леской в рабочее состояние. Вторая. И третья. Вот, получается, леска у нас здесь одна и здесь. Одна, вторая бусина. Нам надо еще 2 бусины. Берем 2 бусины. Всегда смотрим. Квадрат у нас из 4 бусин. Делаем петлю и перетягиваем. Вот у нас уже пошел второй ряд наверх. Снова затягиваем, перетягиваем узел. И вот что у нас получается. Вот, снова квадратик. Теперь этот же квадратик надо создать с этой стороны. Мы переходим по основанию. Вот сюда. Так, да что ж такое, не попасть. Так, сейчас, вот она леска. И теперь снова у нас выходит 2 бусины есть. Нам не хватает еще 2 бусин. Берем следующие 2. Делаем петлю. И перетаскиваем. Вот у нас получилась верхняя часть основания.
перетаскиваем узелок. И вот у нас теперь уже раз, два, три. Снова не хватает одной бусины. Вот эту леску перетягиваем через основание вот сюда. И выходим, чтобы обе лески у нас были наверху. Мне совсем неудобно показывать, но вот я сейчас просовываю одну леску, потому что здесь надо смотреть, а у меня прямо перед носом камера, ничего не вижу. Вот я прямо просовываю пинцетом, не могу ее даже схватить. Сейчас просуну и вернусь к вам. И снова у нас получается раз, два, три, не хватает одной бусины. Одеваем на любую из лесок. Делаем петлю и затягиваем. И сейчас я вам покажу, что у нас получилось. Так, перетягиваем узелок. И вот у нас получилось вот такое вот. Такие квадратики, но они уже пристроены вот сюда в само основание. И теперь нам надо леской также перейти, чтобы вывести леску наверх. Поэтому вот эту верхнюю леску я перетащу через эту бусину, а нижнюю или через основание, или через все остальные, чтобы обе лески у нас были наверху. Это как кому удобнее. Теперь у меня обе лески наверху. У нас 4 бусины основания. И продолжаем плести, как обыкновенный ряд. И наверх ряда, на начало ряда у нас, как всегда, уходит 3 бусины. Берем эти 3 бусины. В последнюю бусину делаем петлю. И перетягиваем. Сейчас мы будем делать полностью весь квадрат, так как у нас уже нету ни одной бусины, которая будет там поддерживать или за которую можно приспособиться, прицепиться. Вот. Теперь нижнюю перетягиваю через основание. Так, эту в сторону, чтобы не мешало. Нижнюю через основание. Так, снова надо тут подлезть. Вот через вот это основание пролезть. Ой, так, сейчас я вернусь к вам. Я прошла через основание. Вот одна бусина наверху, вторая вот. Это как плетем ряд. Теперь у нас 2 бусины есть. Берем еще 2. Помним, что у нас всегда состоит квадратик из 4 бусин. Так как 2 есть, 2 взяли, делаем петлю и второй леской через петлю. И утягиваем. Утягиваем. И перетягиваем узелок. И вот что у нас получилось. Вот теперь у нас вот этот квадратик. Вот он. Тут стеночка есть, тут стеночка есть. Теперь снова леской проходим по основанию. Снова 2 бусины перетягиваем. И так плетем. Это получается обыкновенный ряд со всех сторон. Затем у нас останется 1 бусина. Я перетянула через основание. Снова 2 бусины. Так, бусина, вот она, упала у меня петля. И второй леской перетягиваем. Затягиваем узелок. И теперь у нас одной бусины не хватает, но нам надо пройти вот через низ и вот через эту бусину, чтобы обе лески у нас были наверху. Снова переходим, немножко отодвигаем здесь все, потому что не подлезть. Так, вот моя леска здесь. Затем я все верну на место, узелок. И бусина вот здесь. Так, что ж такое, не пройти? Не пролезть, не видно ничего, все отсвечивает. Вот обе лески у меня наверху, вот они. И мне не хватает одной бусины. Снова беру леску на любую бусину, на любую леску, одеваем бусину, петлю и перетягиваем. Так, все у меня выскакивает. Вот моя петля, перетягиваем. И сейчас я вам покажу, какой же квадратик у меня получился. Вот, вы видите, получается. И таким образом плетем вторую часть. И на одну из сторон наращиваем именно ручку. Ручку советую не в середине соединять, а на одном из краев. И также поступаю сейчас со второй стороны.
Я сделала еще один ряд, и так как у меня мало лески, то сейчас мне также надо лески соединить вместе. Поэтому я перехожу или через верхнюю часть, или через нижнюю лесками, через все бусины. Они встретятся, я завяжу узел и заправлю. Так, и еще вот сюда. И заправлю в бусины. Вот, теперь они у меня встретились вместе. Завязываю узелки, стараюсь на один из боков узелок сделать, чтобы затем его затащить в бусину. Сделаю даже 3 узелка. Пока эту леску оставляю, так как мне надо еще ряд потом сделать, и чтобы просунуть леску, чтобы вот этот узелок мне не мешал. И пока сплету вторую ручку, начало второй ручки. Вот что у нас получается. Ну вот, моя вторая ручка тоже уже проплетена, начало. И сейчас одну сторону я проплетаю именно вот, чтобы потом соединить. Сейчас еще раз покажу, чтобы вам было понятно. Вот 4 бусины. И начало ряда у нас всегда 3 новые бусины. Вот я беру на леску, как раз у меня леска не очень большая. И будет удобно вам показать. 1, 2 и 3. Делаем петлю. И второй край лески. Так, где он у меня запутался? Сейчас. Вот он. Второй край лески я перетягиваю через свои бусины. Так, и узелок вовнутрь. Вот. И теперь вот у меня такой вот квадратик, и с этой стороны мне не хватает 2 бусины. Теперь соединяю нижнюю часть, вот прохожу через нижнюю бусину, вот она. Теперь 2 недостающие бусины на верхнюю леску. 1, 2. Делаем петлю назад через бусину. И вторую леску перетаскиваем. Вот у нас теперь уже вторая стеночка. Затягиваю узелок. Вот вы видите, у нас уже вторая стеночка. Снова проходим нижний через бусину. Вот сюда. И на верхнюю набираем еще 2 бусины. Так. 1. И вторая. Я думаю, после этих моих уроков, если вы просмотрите все от и до, сможете плести такую же сумочку. Делаю петлю и снова перетаскиваю. Вот я перетянула, затягиваю узелок, и теперь у меня не хватает всего лишь 1 бусины. Сейчас перетягиваю леску через бусины, вот через нижнюю бусину. Вот, и через вот эту бусину. Вот, теперь у меня 2 лески наверху. И добавляю 1 недостающую вот здесь бусину. Чтобы у нас получился вот 1, 2, 3, у нас не достает 1 бусину. Всегда смотрим на квадратики и помним, что у нас все квадратики с 4 бусинами. И вот так перетягиваю. И все. И вот вы видите еще один ряд. И продолжаем плести длину ручки. Я доплела вторую ручку. На первой ручке у меня 24 ряда. Здесь у меня общее получается 23 ряда. И сейчас мне надо соединить ручку вместе. И мне не хватает по 1 бусине с каждой стороны. Вот я сейчас смотрю, прикладываю, как у меня тут все идет. И по 1 бусине я сейчас буду добавлять и все примерять. Я беру 1 бусину. Так, сейчас посмотрю, как мне удобнее.
Вот здесь будет бусина одна. Ее надо на вот эту леску соединить вот с этой бусиной, перейти через бусину и вернуться сюда, чтобы сделать петлю. Сейчас постараюсь все показать. Вот я одеваю бусину на леску. Эта бусина у меня будет вот здесь. Теперь эту леску я соединяю с ручкой вот сюда. Так, что-то я перетянула леску. Вот у нас получается вот так. Теперь следующую бусину снова набираю недостающую вот в этом углу. Набираю на эту леску. Примеряю. Вот. И теперь я эту леску, вот она, вы видите, делаю петлю вот в эту бусину и перетягиваю второй край. И теперь надо все затянуть. И затянуть, и утянуть. И вот все соединится, и вы видите, ручка будет целая. Сейчас я попробую это сделать. Неудобно, но попробую. Вот, вы видите, вот. Теперь вот эти бусины, вот они, надо леску, извините, перетащить через соседние бусины и добавить 2 бусины сюда. Я, наверное, сделаю 2 раза, перекручу, чтобы у меня лучше все держалось. Вот 1 раз и 2 раз. Именно вот в этом случае, чтобы тут, что видите, все убегает. И затем я еще пройдусь 2 раз по леске. Так, и в середину затягиваем. Вот. Теперь поворачиваю и перейти через вот эти бусины, чтобы добавить остальные. Вот сюда. И вторую леску вот сюда. Теперь получается у нас не хватает вот здесь бусины. Посмотрите, 1, 2, 3. И вот у нас не хватает 1 бусины здесь. Поэтому на одну из лески набираем. Вот она у нас. У нас получится 1, 2, 3. Квадратик у нас из 4. На любую леску набираем. Делаем петлю и перетаскиваем вторую леску. Вот она тут. И снова все затягиваем. Вот. Теперь снова переходим через соседние бусины. Так, узелок в середину, чтобы у меня все держалось. Через соседние вот эти бусины. Так, мне не видно ничего. Вот одна леска. Так, не поймать и не повернуть, потому что тогда вам не будет видно. И через вот эту вот бусину соседнюю. Вот она. Так, сейчас я разверну и вернусь к вам, а то у меня все запуталось, я ничего не вижу. И вот теперь получается, что у меня вот здесь не хватает бусины. Так, не могу вам показать. Но мы заполняем все ряды. Вот я тоже беру 1 бусину. Делаю петлю и вторую леску перетягиваю через эту петлю. И перетяну ее 2 раза. 1 раз и 2 раз. Так, и вот сейчас разверну. Тут просто неудобно показывать. Вот мы заполнили последний, вот он ряд. И все затягиваем. Вот у меня все заполнено. И сейчас я еще раз леской пройдусь по этому квадрату, чтобы закрепить все. Так как у меня сразу не получилось, потому что здесь удерживать все неудобно. Поэтому еще раз пройдусь по всему квадрату туда-сюда. И сейчас я леской буду проходить через несколько бусин, чтобы
леску закрепить, сделать так, чтобы они встретились, и снова провязать узел и через бусины все это заправить, как мы уже делали ранее. И вот ручка получится целая. И продолжаем работу. Вот такая сумочка у меня получилась. И могу сказать, что она очень даже вместительная. Мне очень нравится полученный результат. А на сегодня все. Надеюсь, урок вам понравился, был полезен, и вы узнали что-то новое. Творческих успехов вам и до скорой встречи. Пока-пока.